Эти гады-пограничники хотели, чтобы я эту бутылку им оставил, хотя они вроде как мусульмане и не имеют права в принципе пить. Мы взяли себя в руки и отправились все-таки на снорклинг с подводными статуями. На Гилимена мы провели всего один день, и на следующее утро нам нужно было отправляться на Гили Эйр. Забегая наперед, скажу, что не советую вам поступать так же. Лучше обоснуйтесь на одном острове и посещайте другие острова на лодке. 4-5 часов вам хватит с головой, и не будет необходимости тащить все вещи. В этот раз Тёма заказал коняшечку. Вау, на помогут, смотрите. Такое тут редко бывает. Не в плане Индонезии, а в плане этого острова. Плохих отелей за огромные деньги. И плохого сервиса за огромные деньги. Я не знаю, мне опять жалко эту лошадь. Ей нормально? Да, давай, может, пешком. We can go on foot, okay? You just bring our luggage and we go on foot, okay? You walk? Yeah, walk. On the luggage? Я. Жалко лошадь, ну Because жалко. it's difficult for the horse, you know? Thank you. Лошадь, прости, пожалуйста, что тебе придется вести наши вещи. Ну спасибо тебе за это большое. Спасибо. Тут реально невозможно тащить чемоданы по песку. Если бы был выбор между тук-туком и лошадью, мы, конечно, бы выбрали бы тук-тук. Я вообще не считаю, что животные должны выполнять такую работу и должны вот так эксплуатироваться. Лошадки здесь маленькие, Ну, они худенькие. маленькие, да, это вообще жесть. Их жалко. Лучше бы у них были квадроциклы или тук-туки, это было бы адекватней. See you in Alba, yeah? 5 minutes. Public boat на Ламбок отправляется 2 раза с Гилимену с 7 до 8 утра и с 12 до 3:15. То есть это 2 временных отрезка. Лодка отправляется, когда набирает 35 пассажиров, цена 14 тысяч рублей, то есть как мы вчера заплатили. С Гили Эйром, Гили Травангана все посложнее, потому что всего лишь 2 лодки в день отправляются. На Гили Траванган отправляется в 8:50 утра и в 3:20 дня. На Гили Эйр в 9:50 утра и в 4:20 дня. 35 тысяч стоит с человека. То есть, если вы не попали в эти временные отрезки, единственная у вас опция – это покупать фастбоут. Цена 85 тысяч с человека. И вот расписание перед вами. Справа Гили Эйр, слева Траванган. Мы во временной промежуток не попали, и поэтому пришлось покупать билеты на фастбоут. Обратно куда? Туда, напротив кармы отеля. Мы сейчас бродим, ищем скоростную лодку, потому что мы купили билеты и не знаем, где точка, с которой они отправляются, эти лодки. Мы намотали один огромный лишний круг. Тёмыч был опять в роли лошадки. Вот отсюда отправляются лодки, но никаких табличек, указателей нет. И вам приходится искать самостоятельно. Просто тыкать листочком, билетиком, значит, в лицо всем местным, и они пальцами указывают, куда идти. Тёмыч устал, его все бесит. Вот она, дорогая лодка. Больше похожа на плот. Все погрузили свои чемоданы. Тёма делает все принципиально сам. Ему надоели индонезийцы, которые за все требуют деньги. Я сначала надеюсь на Гили Эйр. Да. Да, сейчас люди будут выгружаться к нам. Что за трэш? Сейчас нас закидывают туда, прямо посреди воды. Это забавно все, что происходит. Если бы это было в начале, и мы не были бы настолько уставшие, то нас бы это изрядно повеселило. Сейчас Тёма бесится. Тёма нервничает. Не, уже нет. Пусть помогает. Гили Эйр. No, wait a minute. Пусть Гили Эйр. Отдай чемоданы, пусть помогут. Это все очень жестко и очень сложно. Аккуратно, пожалуйста. Okay, go now, go now. Окей. Help me, thank you. Вы должны заплатить 85 тысяч рупий для того, чтобы дотащить свой багаж до лодика, погрузиться на этот плот, на нем доехать на яхту, перегрузиться на яхту прямо посреди океана и потом только доехать до Гили Эйр. Но это интересная схема.
Видите, вот таким стрёмным образом с крыши яхты выгружают багаж, так что если у вас есть возможность, не берите с собой чемоданы на эти острова. Вообще не берите их в поездку, берите огромные удобные рюкзаки. Ну вот мы с Тёмычем могли спокойно обойтись без чемоданов и что-то их прём с собой, непонятно какого фига могли их оставить на ламбойке. Мы просто вообще не думали и не знали, что может быть так. Дай бог, чтобы их выгрузили нормально, потому что там все наши вещи и деньги. Помните, как в прошлой серии я тащил чемоданы по песку из-за очень высокой цены на лошадь? Так вот, на Gili Air цена еще выше. Но в этот раз я уже даже не торговался. Боже, он её пьёт. Поездка была тяжелая. Лошадки тут дороже. Лошадки тут 150 тысяч за двоих. И поездка на лошадке, честно говоря, ужасающая, потому что тебя трясет, водитель харкается, бьет лошадь, и ты ударяешься почками об железные трубы на каждой кочке. И пока что первое впечатление: Gili Meno красивее, чем Gili Air, и более уединенный, что ли. Немножко про цены на Gili Air и на Gili Meno, в принципе, тоже. Сейчас заказали в ресторанчике такой вот багетик с курицей и с там 3 кусочками картошечки. Стоит это 130 гривен. Лида заказала себе пасту с кальмарами и креветками, якобы. Не знаю, есть ли там кальмары и креветки. Стоимость 150 гривен. Очень невкусно и выглядит отвратительно. Я даже не хочу это есть, потому что это еще и не полезно. Мы настолько выбились из сил за все переезды, что просто не снимали ничего на протяжении этого дня. Попытались поснорклить, Лита загнала себе в ногу какую-то занозу, мы пошли в медпункт. Да, на Gili Air есть медпункт. Врач ничего не вытащил, просто полил место ранки йодом за очень высокую цену. Не помню точно расположение медпункта и не помню точную цену, но это было дорого за йод. Также забавно, что местные советовали нам побить камушком по месту этой ранки минут 5, и якобы для них это самое эффективное средство. Они так всегда борются со всеми заносами, которые себе загоняют. Слава богу, никакого нагноения не было, и на следующее утро Лида уже нормально себя чувствовала. Вечером мы очень вкусно покушали в уединенном ресторанчике на берегу моря и купили в алкогольном магазине очень дешевый по местным меркам виски. Не помню ни марку, ни цену, но примерно цена сопоставима с Украиной. И закончили мы вечер у бассейна с вискариком, со снеками, с фруктами и со звездами. Было хорошо. Про этот виски, кстати, дальше будет продолжение истории. Мы сейчас завтракаем на Gili Air. Что касается двух этих маленьких островков, на которых мы побывали, сюда не стоит приезжать и поселяться, потому что здесь реально дорого, дороже в 2 раза, чем даже на Бали. И скудненько. Вот, допустим, да, у нас номер стоит там порядка $100, даже выше, и входит сюда завтрак. Что у нас идет на завтрак? 2 маленьких тосточка, и вот тебе сейчас омлетик принесут. Плавать здесь нельзя, потому что ты пузиком по коральцам ползешь. И вот мы сегодня заказали тур с гидами, для того, что нас вывезли подальше, туда уже в открытый океан, и дали нам круто поснорклить. Сюда, наверное, нужно приехать на полдня, полежать в кайф на красивых берегах, на красивых пляжах. Может быть, погулять по острову, да, и свалить на Ломбок обратно на лодке. Это вполне возможно. И это позволит вам сэкономить деньги и получить такие же впечатления. Нам не профукать все, что здесь можно получить на островах. Мы взяли себя в руки и отправились все-таки На снорклинг с подводными статуями.
Этот снорклинг реально вытянул окончательное позитивное впечатление об этих островах, потому что, честно говоря, мы уже немного пригрустнули. Но это не вина островов ни в коем случае, это сугубо наша вина плохого планирования. После снорклинга мы приняли душ, пообедали и отправились в гавань, чтобы переправляться на Ломбок. Мы сейчас сядем на лодку, мы плывем на Ломбок. Что нас ждет? Чтобы добраться до Бали, мы должны сесть на паблик боут, это весело, вы уже видели. Доплыть до Ломбока, там нас встречает водитель, с которым мы заранее договорились, везет нас в аэропорт, там мы садимся на самолет, прилетаем в аэропорт на Бали, и уже оттуда едем на такси к нашему отелю. Что мы могли сделать? Мы могли просто переплыть на Бали на скоростной лодке отсюда. Мы не знали, что так можно. А вы будете знать, вам повезло. Это стоит дешевле, чем добираться до аэропорта и при этом покупать билеты на самолет. Можно с Бали, с Сануры доплыть сюда и потом вернуться обратно с 2 рюкзачками и посмотреть все эти острова. Если бы мы купили билеты в Сануре на лодку сюда и обратно, мы бы заплатили 1 400 000 рублей. И потратили бы 3 часа на дорогу суммарно. Туда 1,5 часа, полтора часа обратно. Вместо этого мы купили билеты на самолет, который стоит 950 000 рублей, лодку, которая стоит суммарно около 100 000 рублей, также такси обошлось нам где-то в 600 000 рублей. И мы потратили 2 дня на дорогу. Полноценно. Мы победители. Мы уже реально хотели забивать на билеты на самолет и покупать билеты на лодку до Санура. Но на Ломбоке нас уже ожидал таксист, с которым мы заранее договорились о трансфере в аэропорт, и было неловко его подставлять. Но зато по дороге мы заехали в лес обезьян, они, как всегда, прикольные. Что, она его родила? Да. А, какой ты смешной. Видишь, учит на меня? Видишь? Еще заехали в деревню, где все женщины вышивают саронги. Видишь, как сложно, нужно продумать полностью рисунок, схему. Но просто создать такую ткань, это очень трудоемкий процесс, потому что нужно продумать все схемы, там она очень сложная, мне не разобраться. На самом-то деле у нас тоже так пряли ткань раньше. Мы сейчас с Тёмычем находимся в магазине традиционной одежды, но при этом здесь ее создают. В этой деревне практически все женщины занимаются изделиями такими. Для того, чтобы сшить один саронг, требуется 1 месяц ручной работы. Мужской саронг стоит 250 000 рупий, женский 300, но можно торговаться. Это тоже было довольно интересно. Я пытаюсь себя хоть как-то убедить в том, что наше решение было не таким уж плохим. Ну, господи, сколько же времени мы зря потратили на этот переезд. Наш рейс в очередной раз задержали, и в этот раз на 3 часа. За 3 часа мы бы уже доплыли до Санура на этой лодке. И мы снова это делаем. Мы идем к самолету. Мы ждали его 3 часа. 3 часа ждали этот некрасивый самолет, чтобы за 25 минут долететь. В общем, планируйте ваши переезды тщательнее. Если понимаете, что слишком сложный переезд выходит, то обязательно гуглите вариант попроще. Он должен найтись. И самая главная ошибка, которая была произведена во время этого переезда, это то, что у нас забрали купленный наш на островах алкоголь в аэропорту. А почему? Потому что он был открытый уже. Мы у бассейна буквально грамм 100 надпили, и по сути полную бутылку пришлось выливать в туалете. Более того, эти гады-пограничники хотели, чтобы я эту бутылку им оставил, хотя они вроде как мусульмане и не имеют права в принципе пить. Но 3 чувака реально бежали со мной до туалета и умоляли меня, чтобы я не выливал алкоголь и отдал эту бутылку им. Но я принципиально вылил при них бухло в умывальник.
По правилам авиакомпании, если какая-либо бутылка с жидкостью открыта, то ты не имеешь права ее брать в самолет по соображениям безопасности. Вот такой вот косяк. А на лодке проблем бы не было. Очень плохое решение с этим перелетом. Надо было брать билеты на лодку.